Всем привет, мальчишечки и девчоночки и господа постарше. Каково это быть фри-то-плей игроком в Arknights Endfield, на что вы можете рассчитывать и какие границы вы можете преодолеть, не донатив в игру, и что с этого получите? Сегодня я вам про это расскажу. А пока заваривайте чего попить, покушать, и приятного вам аппетиту. И напоминаю, что каждый ваш лайк и комментарий помогает мне и каналу. Спасибо вам. Персонажи на старте. Если не будете себе крутить персонажей, то стартовая пачка будет следующая. Администратор, Перлика, Чэнь Тяньюй и Вульфгард. Я так и бегал. Проблем не встречал на протяжении всей игры и без хила в пачке. Пройдя весь основной сюжет, получив 50 уровень влияния, прокачав все аванпосты и особо не пылесосив карту, после этого я и записываю данное видео, а опыта в гачах у меня порядочно. Играл с релизов Геншин и в Ханкай. И, кстати, весь сюжет я прошел на стримах на своем Twitch-канале, ссылочка в описании. Вот пример, кстати. Моя недокачанная нищая пачка, что по уровню, что по шмоткам, что по пушкам, идет на босса 80 уровня и закрывает его. Ну просто милота. Оперативников с круток новичка вам, скорее всего, накидает много, а не 2-3 одинаковых. Вот что сейчас происходит у меня. Что откроет вам возможность строить пачки на их основе. И да, вам может выпасть легендарный оперативник, а то и не один, а два. Ну, мне, по крайней мере, так повезло. И я их не использовал для чистоты эксперимента, но акцентировать внимание на билдах я тут не буду. Видео как-никак про другое. Оружие, на которое вам стоит рассчитывать, это 5-звездочные пушки, золотые, которые можно приобрести в магазине перераспределения резервов за региональную валюту. И этого добра там хватает. Плюс не забывайте, чтобы открыть более широкий ассортимент товаров, нужно прокачать перераспределитель опять-таки за региональную валюту. Вот этот значок на карте, если что. Не стоит забывать, что после тех 40 круток новичка у вас будут билеты арсенала, в моем случае 6120 в сумме набралось, а в центре закупок вы сможете купить себе нужное оружие, если в предыдущем магазине его не было. Какое оружие подходит на персонажа, игра вам подскажет в разделе смены оружия. И когда моя голова пухнет от большого количества информации и прочего, я иду на свой бусти и запускаю стрим с просмотром чего-либо по вашим рекомендациям или по настроению. Ссылочка в описании. Также у вас 100% будет еще легендарный персонаж в награду на 3-й день входа. Это Хил Арделия. И для нее на 10-й день входа вы получите сигнатурку, ее легендарное оружие. Сколько же я слышал раз про сигнатурку в Геншине и Ханкае, и то, что перс без нее полное говнище, не счесть. Тут, по ощущениям, всего хватает и на обычном желтом оружии. Да и та же Чэнь Тяньюй была у меня с фиолетовой пушкой очень долгое время, пока я не открыл ассортимент магазина, о котором говорил ранее. Это не все в плане оружия. За новые горизонты и награды уровня влияния вы получите еще 2 коробки, в каждой из которых по 4 легендарных оружия, и вы сможете себе выбрать 2 по 1 на коробку. Какое выбирать? Исходите от того, какими оперативниками играете. В этой игре нету проблем с выфармливанием шмоток, как в Геншине с артефактами, где вам неделями нужно фармить шмотку с определенным статом, чтобы было красиво. Шмотки тут крафтятся. А сделать производство, которое будет делать детали для крафта, тоже не проблема. То есть, собрать стартовую пачку, дать ей нормальное оружие и одеть ваших оперативников не составит вам труда, но потребует времени, конечно же. С этими вопросами разобрались. Теперь давайте поговорим о том, сколько вы накопите круток в сумме за прохождение сюжета и мелких активностей. Сколько араберила я нафармил за все это время, а прошло плюс-минус неделя, где 5 дней были прям активного геймплея. Почти 36 тысяч араберила, что равно 72 круткам. 24 ивентовые крутки и 101 стандартная крутка. А я напоминаю, что гарант тут на 120-й крутке, а на 80-й крутке гарант 50 на 50. То есть вам на 80-м заходе выпадет легендарка, но возможно не та, что находится в ивентовом баннере. А в стандартном баннере есть возможность получить легу при наборе 300 опыта. Опыт вы получаете за выбивание персов, если вкратце. Сейчас нам придется абстрагироваться от различных ивентов и выполнения заданий, так как награды за ивенты и их количество будут разные, как и скорость, с которой вы выполняете задания. Так сколько можно фармить араберила и круток бесплатно?
Начнем с боевого пропуска обычного, всего лишь 600 араберила. С боевым пропуском за Ориджиметрии, которого я насобирал аж 74 штуки, не знаю как, и которого хватит на 2 покупки боевого пропуска, у вас выйдет 0 араберила. Но вы получите 32 Ориджиметрия, что равняется стоимости самого этого боевого пропуска, что сажает вас на то, чтобы вы играли и закрывали боевой пропуск, чтобы получить на 40 уровне коробку с 3 легендарными пушками. Есть еще один боевой пропуск за 900 рублей, где вы также не получите араберил, но получите еще один ящик с легендарными пушками, 16 Ориджиметрия и 2400 билетов арсенала, что неплохо. В обычном баннере араберила вам выпадет только лишь на одну крутку, что просто ничто. Во втором боевом пропуске у вас будет Ориджиметрий в наградах, а 1 Ориджиметрий — это 75 араберила. Путем сложных вычислений получаем, что за средний боевой пропуск у вас будет 2400 араберила. Но вы этот Ориджиметрий будете тратить на повторную активацию этого боевого пропуска, скорее всего. А за донатный боевой пропуск еще сверху 1200 араберила, что в сумме за все боевые пропуски 4400 араберила или же 8 круток, как будто кот наплакал. Одна крутка, если что, 500 араберила. И смею напомнить, что у меня есть мой телеграм-канал, где выходит различная информация, мемчики, угарные видосики и не только. Ссылочка в описании. Но мы с вами не считали, что у нас будет за ежедневные и еженедельные задания. Начнем с ежедневок. За них 200 араберила в день или же 6000 араберила в месяц, что дает нам 12 круток. Еженедельные задания дадут по 500 араберила в неделю или же 2000 за месяц, а это только 4 крутки, что просто ничто. За 449 кровных рублей есть месячный пропуск, который даст вам 6000 араберила за месяц, или же 200 в день, что в сумме накидает вам 12 круток сверху, и 12 ориджиметрия, что при переводе будет 900 араберила, который я в крутках не учитывал, потому что там один раз крутануть можно только, поскольку 900, а не 1000. В сумме, без учета покупки боевого пропуска за 900 рублей и месячного пропуска за 450, вы поимеете за месяц, внимание, 8600 араберила, или же 17 круток при гарантии выпадания легендарки на 120-й крутке. Пахнет жадностью. Так что остается уповать на разработчиков, чтобы не только старт игры усыпал вас араберилом, иначе крутить баннеры будет очень и очень некомфортно даже с донатом. А я напомню, что по сегодняшнему курсу это выглядит так. Без учета единичного удвоения это будет следующим образом. За 6000 рублей вы сможете крутануть 29 раз. Что, как по мне, выглядит очень жадно, так как вам нужно будет 24 тысячи рублей, чтобы выбить гарантом Лего. Стоит ли донатить на боевой пропуск? Вопрос интересный. Второй, боевой пропуск за Ориджиметрий брать стоит, и донатом в принципе не будет, так как он у вас уже есть в запасе и будет восполняться. А награды в виде легендарных пушек хороши, но остальное пойдет приятным бонусом. Донатить ли свои кровно заработанные в пропуск? Скорее нет, чем да, но каждый решит это для себя сам. А заглядывать к вам в карман и решать это за вас, это как-то неприлично. Да и деньги на удовольствие не считаются. Эмоции — это лучшая инвестиция. Тратьте на то, что приносит радость, иначе зачем это все? Ну а если хотите поддержать меня, то ссылочка на донат в описании. Заиметь легендарных персонажей на старте не составит проблем. Заполучить валюту для получения золотых 5-звездочных пушек тоже проблем не будет. Выбить легендарное оружие для выбитых вами в начале легендарных персонажей проблем не составит, учитывая, что вы будете крутить все, что собрали в начале. Игра вас офигеть как щедро одаривает валютой и крутками с самого начала. Но вопрос в том, а сможете ли вы, если станет со временем меньше ивентов или меньше наград за ивенты, на постоянной основе получать столько же, закрывая контент игры? Тут вопрос открытый. Все будет зависеть от жадности разработчиков. Проходить контент, по крайней мере сейчас на старте, можно на самые стартовые пачки без хила и без легендарных пушек, как делаю я. И жаловаться мне не приходится от слова совсем. Но гача подразумевает, что у вас вечно должны меняться персонажи, чтобы сажать вас на зависимость от дофамина, который вы получаете, когда к вам приходит легендарка. Но вопрос: как часто вы сможете получать нужную легу ивентового баннера на 80-й крутке? И как часто вы сможете доходить до гаранта на 120-й крутке, для меня остался без ответа. Скажу одно: благо здания завода можно строить, а не выбивать в баннере зданий. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока, увидимся на заводе.